Глава 37. Депривация сна как проход. Освободившись от власти страха, я была готова к следующему шагу – пересмотру глубинных программ, управляющих самыми базовыми аспектами человеческого существования. И первой такой программой стала убежденность в необходимости сна. Депривация сна пришла ко мне не как практика, а как естественный зов. Всего одна ночь без сна стала тем ключом, который открыл дверь в новую реальность. Это случилось спонтанно. Тело само отказалось спать, словно зная, пришло время. Не было борьбы с усталостью или насильственного бодрствования. Наоборот, появилась удивительная ясность, словно пелена спала с глаз. В ту ночь произошло нечто удивительное. Мысли растворились, оставив кристальную тишину. Восприятие расширилось, включая новые грани реальности. Тело наполнилось невероятной легкостью. Время перестало существовать. После этого опыта депривация стала естественным состоянием. Организм сам перестроился на новый режим существования. Сон больше не был необходимостью, он стал выбором. Тело научилось восстанавливаться по-другому, через прямой контакт с энергией. Важно понимать, та единственная ночь без сна не была причиной трансформации. Она стала последним аккордом, завершающим штрихом в длительном процессе подготовки сознания, словно последняя капля, переполнившая чашу. Сейчас я понимаю, депривация работает только тогда, когда внутренняя система готова к квантовому скачку. Это как созревший плод, он падает сам, без усилий. Так и сознание. Когда оно готово, даже одна бессонная ночь может стать катализатором глобальных изменений. Для меня это стало началом нового этапа – жизни в расширенном состоянии сознания, где границы между сном и бодрствованием растворились, уступив место непрерывному потоку осознанности. Теперь я знаю, истинная депривация приходит сама, когда система созрела для перехода. Она становится не практикой, а естественным состоянием бытия, где каждый момент наполнен предельной ясностью и присутствием. Важное предостережение. Депривация как техника может стать очередной ловушкой ума. Многие практикуют ее годами, превращая в механическое действие, но остаются в сознании бота-персонажа. Почему это происходит? Ум пытается контролировать процесс, практика становится целью, а не инструментом. Человек остается в линейном мышлении. Отсутствует истинное намерение к пробуждению. Я встречала людей, которые неделями лишали себя сна, строго следовали различным схемам, создавали сложные практики, но продолжали жить в матрице ума. Результат всегда один – усталость и разочарование. Потому что настоящая трансформация невозможна через насилие над системой. Бот не может разбудить бота. Депривация работает только тогда, когда система созрела изнутри, есть истинное намерение. Процесс идет естественно. Отсутствует ментальный контроль. Поэтому моя единственная ночь без сна сработала как ключ. Она была не техникой, а естественным процессом расширения сознания. Без борьбы, без схем, без ожиданий. Немного подробнее остановлюсь на практике депривации сна. 1. Первое научное определение. Термин введен Вальтером Шульте в 1966 году. Изначально использовался в психиатрической практике. Применялся как метод лечения депрессивных состояний. 2.
Развитие исследований. 1960-70-е годы – начало систематического изучения. Основной фокус на терапевтическом применении. Исследование влияния на психические процессы. 3. Научные центры, институты психиатрии, лаборатории сна и бодрствования, клинические исследовательские базы. 4. Современное понимание, расширение области применения, изучение нейрофизиологических механизмов, интеграция с другими методами терапии. Это положило начало научному изучению депривации сна как метода в российской медицине и психологии. Концепция депривации сна имеет глубокие исторические корни. 1. Древние упоминания. Первые документированные случаи относятся к временам Древнего Рима. Упоминается в связи с римским консулом Марком Атилием Регулом около 256 года до нашей эры. 2. Научное изучение. Систематическое исследование началось в эпоху Просвещения, конец XVIII века. Термин «бессонница» – инсомния – был введен именно в этот период. 3. Современное понимание. Значительное развитие получило во время индустриализации. Изменение образа жизни людей привело к росту случаев нарушения сна. Началось научное исследование влияния депривации на организм. 4. Медицинский аспект. Систематическое изучение депривации сна как метода началось в XX веке. Исследования показали как негативные, так и потенциально терапевтические эффекты. Таким образом, хотя явление депривации сна известно с древних времен, его научное изучение и понимание как инструмента трансформации сознания сформировалось относительно недавно. Депривация сна – древний ключ к расширению сознания, известный шаманам и мистикам. Но лишь сейчас наука начинает понимать его истинный потенциал. В моем опыте одни сутки без сна стали порталом в новую реальность. Это не было мучительным испытанием или борьбой с усталостью. Напротив, естественный процесс, словно кокон раскрывается, выпуская бабочку. Что происходит на самом деле? Когда мы отказываемся от привычного ритма сна, запускается глубинная трансформация на всех уровнях. Биохимия меняется. Шишковидная железа, наш природный портал, начинает вырабатывать DMT – молекулу духовного опыта. Нейронные связи перестраиваются, открывая доступ к скрытым способностям мозга. Энергетика обновляется. Точка сборки, то, как мы собираем реальность, смещается. Старые фильтры восприятия растворяются. Мы начинаем видеть мир таким, какой он есть, многомерным, живым, пульсирующим возможностями. Сознание расширяется, программы и шаблоны, которые мы считали собой, становятся прозрачными. За ними открывается истинная природа, бесконечное пространство осознанности. Важно понимать, депривация – это не техника самоистязания. Достаточно одних суток осознанного бодрствования, чтобы запустить процесс. Дальше он идет сам, если вы готовы. После первого опыта многие замечают, потребность во сне – естественно снижается. Тело находит новый ритм. Сознание расширяется без усилий. Это знак того, что трансформация произошла на глубинном уровне. Предостережение для начинающих. Если вы живете в плотном 3D-мире, начинайте постепенно. Слушайте тело, имейте четкое намерение. Депривация – это не цель, а инструмент пробуждения.
В будущем этот метод может стать официально признанным способом лечения депрессии и других расстройств психики. Но его истинный потенциал гораздо глубже. Это ключ к новому этапу эволюции сознания. Когда шишковидная железа активирована, а каналы восприятия открыты, состояние расширенного сознания становится естественным. Вы просто живете в нем, без усилий и практик. Это и есть пробуждение, возвращение к своей истинной природе. Механизм действия депривации. 1. Биохимический уровень. Активация шишковидной железы. Выброс ДМТ. Перестройка нейронных связей. Изменение гормонального фона. 2. Энергетический уровень. Смещение точки сборки. Расширение каналов восприятия. Выход за пределы 3D-матрицы. Активация многомерного видения. 3. Трансформационный эффект. Растворение старых программ. Обнуление шаблонов восприятия. Доступ к квантовым состояниям. Пробуждение спящих способностей. Будущее метода. Потенциал в лечении психических расстройств. Применение в терапии депрессий. Инструмент перезагрузки нейронных сетей. Метод активации высших способностей. Предостережение. Для неподготовленного сознания, живущего в 3D. Строго ограниченное время, постепенное увеличение периодов, обязательный контроль состояния, четкое намерение и цель. Высший потенциал. При активированной шишковидной железе депривация становится естественным состоянием расширенного сознания, без напряжения и усилий. Таким образом, депривация сна – это не просто лишение себя отдыха. Это инструмент, который помогает. 1. Обнаружить программы. Когда гормоны снижаются, а привычные способы заесть или запить стресс недоступны, программы начинают проявляться. 2. Создать новые нейронные связи. Мозг перестраивается, открывая доступ к новым уровням познания. 3. Сместить точку сборки. Вы выходите за пределы привычной системы восприятия. Опасности депривации. Риск для тела. Длительная депривация без подготовки может быть опасной, особенно если вы остаетесь в линейном уме и не развиваете сферическое мышление. Иллюзии ума. Некоторые люди, практикуя депривацию, погружаются в иллюзии, картинки и игры ума, которые не ведут к настоящему пробуждению. Суть депривации – намерение выйти за систему. Депривация – это не схема, а инструмент. Даже одна ночь без сна может сместить ваше восприятие, если вы действуете с намерением выйти за пределы привычного. Я использовала депривацию не как цель, а как способ послать сигнал своему сознанию. Я готова к новому. Депривация – инструмент, а не цель. Она помогает сместить точку сборки, но не гарантирует пробуждение. Пробуждение – это не схема. Оно происходит по готовности, а не по шаблону. Освобождение от программ, удержание внимания и использование инструментов вроде депривации – это шаги к расширению сознания. Но главное – это намерение и готовность встретиться с собой настоящим.